Hallo и добро пожаловать на новый стадий влог. Нас ожидает много заданий, кодов и проектов. Я расскажу, какие предметы я взяла в этом семестре, и также проведу вас по всему кампусу, и мы даже успеем на фестиваль. Всем доброе утро! Обычно так у меня начинается утро среды. Здесь у меня на заднем плане работает лекция. Она единственная у нас, которая в онлайне, поэтому я пользуюсь своей возможностью во время нее. Я делаю себе завтрак. Тем более там сейчас введение про новости. Предмет называется «Sichere Systeme», то есть система безопасности. Эта лекция у нас единственная, к сожалению, такая лафовая. Все остальные довольно тяжелые, по крайней мере для меня. Но я не тужу. Иду сейчас на семинарское занятие, кстати, как раз по этому предмету, по системам безопасности. И сегодня вроде бы такой хороший день, хотя обещали дождь. Так что я планирую показать вам, как выглядит наш основной кампус. Так что в этом влоге ожидается целый тур. Путь к нашему факультету идет сквозь парки, где нас потенциально ожидают зайчики. В любое время года, между прочим. И вот я уже с гордостью представляю наш корпус. У нас даже есть автоматическая дверь. На первом этаже у нас кафе, которое необоснованно дорогое, и я там ничего не покупаю. Но, слава богу, у нас также есть лифт, которым я, конечно же, не брезгую. Занятие у нас на 4 этаже, и только посмотрите, какой красивый вид там открывается. Этот семинар проходит довольно интерактивно и гораздо лучше какой-то математики. Еда у нас не самая эстетичная, но съедобная, хотя в этот день вообще не факт. А сейчас пришло время для большого тура по кампусу. У нас вообще очень удобное расположение факультета. Здесь находится библиотека, а вот здесь находится столовая и главный лекционный зал. Если перейти через дорогу, то можно встретить лекционный зал физики. Правда, здесь уже несколько месяцев все перекопано. И идти нужно по газону. Вот здесь у нас был волейбольный корт, но сейчас его перекопали, песок остался, корта больше нет. А это бывший клуб, который называется «Барака». Закрыли его в прошлом году без возврата. Здесь у нас общее собрание администрации. Это одно из общежитий, которое называется Campus Tower. А это, если я не ошибаюсь, факультет электротехники. Какой-то арт-объект, который мы так и не вычислили, что он обозначает. Могу представить, что здесь довольно романтично сидеть, особенно если без дождя. Вы только посмотрите на эти розочки. У нас вообще очень много цветов по кампусу. Ну понятно, почему здесь никого нет, потому что проход закрыт. Вообще факультет электротехники довольно большой, потому что он продолжается буквально в течение всего блока. А это у нас экспериментальный корпус от них. Это наш новый кампус Server Center, то есть если у студентов есть вопросы, они приходят сюда. Его открыли, кстати, только в прошлом году. Ну и вот здесь заканчивается часть университета, потому что там трамвайная остановка. Дальше есть тоже какие-то здания, но в большинстве своем весь движ, за исключением только педагогического и направления и германистики, происходит в этой части. То есть все физики, электротехники, математики, они находятся здесь. Здесь у нас последний факультет в этой части, факультет математики, а туда дальше психологи.
А теперь я пошла в направлении общежитий и столовой. Резко засияло солнце вообще непонятно откуда. Я решила поснимать будущие места для велосипедов. Это была просто идиллия, и ничего не предвещало этого. Я не знаю, как погода может меняться так быстро, но это происходит практически всегда. И еще всегда можно рассчитывать, что мы встретим знакомых на кампусе. Это очень красивое новое общежитие. По крайней мере, новое снаружи, старое снутри. Спортивный зал номер 1. У спортивных залов есть очень интересная функция. Пока на вот эти вот окна светит солнце, они автоматически закрыты. А вот эта вот женщина всегда открыта. Это продолжение части общежитий. Очень красиво, такое зеленое. Для удобства здесь есть, между прочим, ящики для ДХЛ. И выглядят они, конечно, так себе. У нас просто идиллия, радуга, которую чуть-чуть видно, и 3 теннисных корта. Получается, территория кампуса идет оттуда, и дальше у нас только научный порт Wissenschaftshafen. А с этой стороны от кампуса мой самый любимый путь, особенно летом. Придя домой, я в первую очередь, как настоящий садовод, любуюсь своими растениями. И только затем я открываю ноутбук. Сделала себе холодный кофе и планирую доесть последние печеньки Орео. Жизнь прекрасна. В среду у меня всего лишь есть одна лекция и вот это вот семинарское занятие, которое сегодня я посетила. И кто-то может сказать: ах, как здорово, как классно, целый день ты можешь потом заниматься всем чем угодно. Но нет, друзья мои. Чем я занимаюсь сейчас? Я мучаю Gemini. Заставляю ее отвечать на мои вопросы по поводу virtual environment. Поэтому, с одной стороны, да, это очень классно, что у меня есть сегодня свободное время, но это свободное время, вы увидите, будет направлено на исключительно работу над проектами. У меня в этом семестре огромное количество, целых 3. Для меня это невероятно большое количество проектов, потому что все они требуют времени и силы, и сессия ведь не за горами. Осталось всего лишь чуть меньше 1,5 месяцев до первых экзаменов, поэтому здесь нужно и выполнять задания, которые нам сейчас дают, и делать проекты, и постепенно готовиться к сессии. Я начала готовиться к математике, которую, к сожалению, если вы смотрели предыдущий мой влог, где я готовилась к экзаменационной сессии в 3-м семестре, я говорила: ха, как здорово, ладно, хрен с ним, я не сдала теоретическую информатику, но у меня еще должен был быть экзамен по математике в конце марта, который я тоже не сдала. Я старалась, я очень сильно работала над этим, но, увы и ах, моих знаний на тот момент не хватило, поэтому сегодня мой амбициозный план — это прошерстить все проекты, которые у нас есть, посмотреть, что там требуется сделать, а также в конце начать подготовку снова к математике. 2 hours later. Спустя практически 2 часа я не ожидала, что я так долго провожусь именно вот с этим кодом. Там дело было даже не в комментариях, а в том, что он перестал адекватно работать. Мне пришлось заново смотреть, что с ним происходит. В итоге у меня нет никакого понимания, почему он не работал, потому что он, по сути, ничего в нем практически не изменилось, и он теперь работает. Das mit Flutter irgendwie machen, das mit Vue hat jetzt auch Funk diesen New User Store rausgeschmissen, weil ich mir gedacht habe, naja, brauche ich ja eh nicht, weil der ja nur Infos hat über den... Sehr spannend. Ja. Давайте я быстро вам покажу, какие проекты у нас есть в этом семестре. Первый из них — мы работаем над разработкой приложения, которое будет идентифицировать растения.
Если предыдущий проект у нас в Python, то здесь мы работаем над сейчас улучшением целого предложения. Вы только посмотрите, каких только языков программирования у нас там нет. Вот эти вот языки программирования: Dart, C#, Vue, C++, TypeScript, там еще где-то периодически Java забегает, и я просто смотрю. Да, у меня супер большой прогресс в этом семестре, в плане того, что теперь я лучше в программировании, но это ужасно сложно. И у нас получается 4 milestones, и сейчас третья. Получается, после каждого из них мы сдаем, и у нас есть устный экзамен. Да, поэтому сейчас у нас есть еще 2 недели до сдачи именно вот этого третьего майлстоуна. У нас очень символично в пятницу. Моя часть практически готова. Мы работали, точнее, что я делала, разделяла функционал, когда человек только зарегистрировался на этом сайте и хочет изменить свои данные, чтобы он не мог за один раз изменить, например, там свое имя и описание странички и поменять пароль. Это как бы 2 разных функционала, и чтобы между ними был красивый переход, buttons я настроила. В принципе, я горда своей работой. Может быть, выглядит не прям шикарно-шикарно, но для меня это большое достижение. Чтобы включить ее, мне нужно зайти в бэкэнд, включить ее, чтобы она здесь прогрузилась. Здесь у нас в каждой папке просто 10 тысяч миллионов маленьких файлов. Потом мне нужно включить фронтенд. Вот это, кстати, мой тест, который я написала. Да, не без помощи Всевышних сил под названием чата GPT, но все-таки я его сама исправила. Буду работать сейчас над ним и писать здесь комментарии. Здесь тоже бесконечно много файлов. И это только вторая часть. У нас есть еще второй фронтенд. Не спрашивайте, зачем их 2. Как вы видите, я снарядилась. Планирую сейчас в 30 минут потренироваться, потому что сегодня я сижу просто в состоянии такой вот креветки. Нужно хотя бы распрямиться, а после нас ждет ужин. У нас намечается очень вкусный, красивый и калорийный ужин. Вот зачем я тренируюсь, чтобы потом есть пасту горгонзолу. Всем доброе утро. Время 9, да. Я только делаю себе завтрак, потому что будильник мой был в 7:35, но проснулась я, по-моему, физически только в 8:30. Я сейчас нахожусь в эре салатов по утрам. Очень вкусно, между прочим. А сейчас время 9:52, у меня есть еще час до того момента, как я пойду на лекцию. Я доделала обложку на свое видео. Ребята, вы сейчас посмотрите и поймете, с каким запозданием я выпускаю свои видео, потому что обложка на тему «Как найти квартиру в Германии». Видео было снято, если я не ошибаюсь, в апреле. Сейчас у нас на дворе июнь, и я даже не начала работать над влогом, который из Италии, который я снимала в марте. Вторую часть. А это, собственно, мой второй план на сегодняшнее утро. Я планирую начать делать этот влог. Потому что ближайшая лекция у меня в 11 по самому креативному предмету в этом семестре, а именно Idea Engineering. И слово инженерия там вообще очень обманчиво, потому что там даже близко к программированию и математике не стояло. Нам нужно провести несколько воркшопов, в результате которых у нас будет придумано много идей для сериалов. О как! Потом, друзья мои, у меня будет моя любимая, нелюбимая Grundzüge der algorithmischen Geometrie, то бишь, страшная вещь, алгоритмы геометрии. По сути, честно сказать, в этом предмете нет практически ничего общего с геометрией. Я почему-то ожидала, окей, это будет предмет, где мы, наверное, будем вычислять площадь треугольников или что-то в этом роде, но нифига. Там, по сути, просто это алгоритмы на каких-то геометрических объектах. Боже мой, это была сегодня самая сложная лекция за все это время. Я просто сидела, что ничего не понимаю. За эти 2,5 часа я поняла ровным счетом, наверное, 5%. Но потом мной был встречен Макс, и жизнь стала гораздо лучше, потому что мы еще и отобедали.
Сегодня хотя бы был гораздо вкуснее обед. Вчера был недоваренный рис, поджаренная, какая-то прям, я бы сказала, подгоревшая вчера вот эта вот капуста. А сегодня хотя бы вкусный бургер. Мне очень понравилось. Я здесь чуть-чуть гуляю по кампусу, потому что следующая моя лекция начинается через полчаса. Поэтому у меня есть куча возможностей освежиться. Плюс хотя бы не идет дождь. И самое главное, мы совершенно об этом забыли. Сегодня есть фестиваль. Они устраивают его каждый раз в начале июня. Мали Open Air Festival. Очень внезапно здесь вся программа началась прям ровно в 16:00 и какой-то движ. В прошлом году были здесь, тут, по-моему, до 18 часов вообще ничего не проходило. Но самое главное, что у меня есть бесплатный Red Bull. И нет, это не реклама. Его просто бесплатно всегда на этом фестивале раздают. Собственно, почему я здесь? Чтобы собрать фант. Не в смысле, что я пустые бутылки буду собирать, а набрать Red Bull, поиспользовать его в сессию и потом получить за это еще с каждой бутылки по 25 центов. Но погода вот немножко распогодилась, а до этого лил просто дождь несколько раз. Взяла с собой еду. Мой ужин. У нас, кстати, новые крышки. И бегу на лекцию. Я, правда, буду сидеть в последнем ряду и есть, наверное, это все. А потом, если погода все еще будет позволять, мы успеем забежать на фестиваль. 1 hour later. Мы достигли цели фестиваля. Резко у нас 16+. И мы опоздали на бесплатное пиво. Они бегут. А что вообще было интересно в начале? Бенд играла. Ну, как это по-русски? Музыкальная группа играла. Да. Нашего университета у нас есть своя музыкальная группа. Нашего факультета есть свой хор. Да. Но музыкальные группы, это они не только на инструментах играют, там и солисты есть, и очень красиво пели. А еще мы сейчас одеты как капустки. У меня 3 слоя, у Кати 3 слоя. 4. 4 слоя. У тебя горчица? Всем доброе утро! Сегодня у нас пятница. Я уже бегу на свое первое занятие, которое в 9:15. У меня есть кофеек. Я сегодня не облилась им по дороге. Это, я считаю, уже достижением. Первое занятие у нас Software Development Project, который как раз есть наш основной проект, самый тяжелый. У меня есть куча вопросов к тьютору, которые, я надеюсь, мы сможем сегодня обсудить. 1 hour later. Мы пофиксили багс. Это моя красотка, которая работала с нами активно. Басти, наш второй умный человек. Да. Теперь мы на пути в столовую, чтобы закинуться провиантом. И потом я продолжу работать в библиотеке. К нам даже присоединяется Макс. У нас тут стоит выбор еды на сегодня. И плюсы раннего посещения столовой, то, что здесь практически нет очередей. Сегодня у нас на повестке дня суп из спаржи. И сразу вам покажу второе блюдо, которое я, честно сказать, съела после библиотеки, а именно сессии. Не то, что я здание пыталась есть. Туда я хожу в перерывах между лекциями по пятницам всего лишь на час и работаю над различными проектами. Сегодня я делала упор на 3-й проект, где мы должны распознавать цветы, потому что через 2 часа у нас промежуточная презентация, где мы показывали наши успешные успехи. Иногда мне удается покататься на местных качелях, что очень классно, потому что чаще всего они заняты. Группа на этом проекте мне попалась очень классная и замотивированная. Это были 2 студентов, старше меня на год, которые очень мощно программировали. Мы прям 1,5 часа, слава богу, не я, все прям 1,5 часа представляла презентацию. У меня поджарился просто мозг. И нам еще сейчас нужно поехать быстро в Kaufland, закупиться продуктами.
О, май год, как мы доперли это все на двоих. Но знаете, самое главное, у меня есть запасы. Так, это для нас. Но вот у меня есть запасы, которые я по итогу отправлю своей маме. Так что покупки сегодня были качественные. А здесь у нас происходит шоу вкуса, а именно ужин. Паста, немного красивый брокколи, обязательно сыр, томаты. Да, конечно, больше сыра. Мы сидим на диване после прекрасного, очень вкусного ужина, и я бы хотела сказать, ага, мы будем смотреть сериал. Но нет, друзья мои, время 10, и, конечно же, нужно словить эту возможность и задать Максу 1001 вопрос по программированию, потому что опыта у него все-таки гораздо больше. Поэтому этим и займемся мы в течение следующего получаса. Всем спасибо, если вы досмотрели до этого момента. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. В следующей стадии влог я планирую снова экзаменационную сессию. В этот раз в 4 семестре я буду сдавать аж 6 экзаменов. Я не знаю, как я это все выпишу, но узнаем мы об этом в следующий раз. А еще раз всем спасибо за внимание. Всем до скорого и пока! Мы, как обычно, отправляемся искать Вику. Не проходит ни один студенческий влог без того, чтобы мы не пошли ее искать. Или она нам не встретилась. Если вы задаетесь вопросом, что здесь происходит, то напомню вам, что Вика – это просто наша пасхалка в жизни и моих влогах. Что происходит? Почему все время происходит какая-то дичь? Идентифицируем себя как Как вороны.